Привет всем! У нас тема такая. С кассетами Sony тоже случаются неприятности. Хотя они, впрочем, очень хорошо сохранились, потому что тоже феррокобальт, второй тип, не хромдиоксид. Но с ними тоже случаются неприятности вследствие того, что либо они неправильно хранились, либо они очень-очень заезженные или зажеванные. Вот это именно и случилось с моей одной из любимых кассет, на которых записана прекрасная любимая музыка. Вот с этой кассетой, чудесный UXS 90-й. Это случилось, потому что она в нескольких местах была зажевана. Я ее таскал по дурости на всякие, не знаю, к приятелям, крутил непонятно где, у девчонок на магнитофонах. Я всюду пропагандировал хорошую музыку. Вот с этой стороны Mercury Caballé, Барселона записано. С этой стороны великолепный альбом Marillion Season End. И она зажевана. Ну и коробочка так себе. Ну, с коробочками, слава богу, у меня все нормально. Таких коробочек много, и мы заменим треснувшую на новую. Вот видите, она отмечена у меня красной штучкой, значит, ей крантец. К сожалению, она плоха. Так что же делать в этом случае? Вот когда вот мы уже что-то написали здесь, и лента плохая. Или даже не написали, а просто лента плохая, а кассета коллекционная. Да? Эти кассеты очень хорошие. В коллекции хочется, естественно, иметь. И хочется их вставлять в деку и иногда крутить. Эту запись крутить очень обидно, потому что в некоторых местах она делает, потому что она где-то зажевана. Что мы будем делать с ней? Конечно, надо менять. Во-первых, корпус, коробку я имею в виду. Саму коробку, с корпусом здесь все нормально. Коробку мы заменим. А вот что делать с этим? Надо менять пленку. И сразу же встает сам живой вопрос. На какую же пленку менять этот очень хороший UXS? Ну, есть две проблемы. Во-первых, UXS не такая частая лента. Самая частая лента — это какая-нибудь CD мексиканская, ну вот типа вот этой, да, но это уже чисто мексиканская лента. Здесь прям уже пишут не то, что это сделано из компонентов Японии и Америки, прям уже пишут Made in Mexico, потому что и сама лента производится в Мексике. Эти кассеты не очень хорошие, мягко говоря. Поэтому нам нужно искать лучший вариант типа 2, именно Sony, если мы не хотим вот этой припарки, менять ракорды и так далее, переклеивать. Это очень нехорошая припарка. Где мы можем найти хорошие Sony? То есть UXS, UXES, UX Pro, там, UX Pro мы уже как бы не мечтаем. Это очень редкая кассета сейчас, как и UXES, очень редкая кассета. Вроде бы, вот у меня есть рядом кассета с очень хорошей пленкой, 88 года, то есть помладше, чем это, посвежее и в отличном состоянии. И я бы мог просто переставить катки, да поменять эту ленту сюда и записать снова замечательный Marillion и Барселону, Mercury Caballé. Но есть маленькое но в том, что этот альбом Marillion длится 47 с лишним минут. То есть на этой записи мне пришлось вручную на последней вещи убрать уровень, чтобы запись просто не оборвалась на рекорде. Это всегда очень обидно. Поэтому менять, собственно говоря, эту на эту, если нет ничего другого, это, конечно, вариант приемлемый. К тому же, если мы знаем, что альбом чуть-чуть длиннее, чем у нас лента, нам на минуту, к примеру, там всегда минуты полторы в запасе есть. Вот эта лента, например, 46-20, я посчитал только что на Кае, в 95-м посчитал, что она на минуту 20 подлиннее. Все равно это говорит о том, что, во-первых, не хватит места для альбома Marillion, а во-вторых, что придется немедленно после начала рекорда начинать запись, что плохо. Мы знаем, что в начале лента всегда подвергается наибольшему риску, потому что мало ли мы вставили в какую-нибудь чужую деку, и она начала, к примеру, начала дека оставлять полосы или заживала. Поэтому лучше всегда прокрутить. Ничего страшного, что пройдет 30 секунд после того, как лента начала крутиться, а после этого мы уже поставим пластинку. Поэтому я предпочитаю делать именно так. Значит, вопрос какой стоит?
Если нам не хватает 90-минутной ленты, мы обращаем внимание на что? На 100-минутные ленты, потому что 120 это слишком тонкая лента, 110 это, к сожалению, формат, в котором Sony не выпускала лент. Есть ленты 100. Причем я вам сейчас буду открывать маленькие секреты. Ну, мне не жалко открывать секреты эти, потому что я не боюсь никакой конкуренции там на каких-то площадках, что вы сейчас возьмете и скупите все, тем более у вас не так много. Вот передо мной есть два таких создания. Это создание 92 и 95 года. Эти ленты уже называются CDIT. И вы могли бы сказать, ну, CDIT это простой UX, но это CDIT Pro, ребяточки. Что такое CDIT Pro? Что 92 год, что 95 год? Давайте смотреть. Во-первых, Japan and USA made components. Это значит, у нас все сделано, пленка в Японии, корпус сделан в Штатах. И все остальное собрано это в Мексике. Как мы знаем, Мексика уже давным-давно собирает все в Мексике. А с последних лет уже и ленту делает там. Вот и разница наша. Вот наша простая CDIT, а вот они изображают разницу, показывая, насколько CDIT Pro лучше по моль, видите, и по частотной характеристике, какой отклик у нее получше. Что это такое? CDIT Pro это лента UXS. Что это 95 года, которая тоже Japan and USA made components. Значит, это мы имеем 200 ленты UXS. Купить их достаточно просто. Если вы начнете искать Sony UXS, естественно, они будут более ранних годов выпуска, типа вот этой, они будут стоить намного дороже, чем вот эти CDIT. А качеством лучше они не будут, ребят. Это ленты сделаны еще в Японии сами, и они отлично звучат. И они хорошего качества, они не пачкают головок, они достаточно свежие и хорошие. Открыл вам секрет. CDIT Pro это отличные ленты. И потому что они сотки, они еще и растягиваются очень плохо, то есть это плюс большой, то есть они крепкие, уже современные технологии, основы, поэтому я смело могу открывать любую из этих лент, разбирать их не получится, потому что они клееные. К сожалению, мы как купим эти ленты, мы также их потом и выбросим, потому что корпуса эти потом никому не нужны. Они без винтов, они клееные. Значит, что вот это 95-й год, да? Смотрите, какая красивая голограмма, там все игрушечки, припендрюшечки, это все замечательно. Очень плохо, что слайд-кейс. Ну, поскольку мы говорим о том, чтобы просто отсюда выкорчевывать ленту и использовать эту кассету в качестве донора, то нас вообще не должно беспокоить ни оформление этой кассеты, ни толщина ее коробки. Значит, что находится внутри этой кассеты? Вот 95-й год. Вот она. CDIT Pro, 100-минутка. Видите, винтов нема. Нету винтов. Лента отличная. UXS 88 года, ты прекрасна, но мы тебя используем для какой-нибудь плохой ленты, где записаны альбомы, которые меньше 45 минут, и ты нас еще обязательно выручишь. У меня есть специальный чемодан, который называется «Пленки на замену». И нормалки на замену разных фирм, и хромовые на замену, и металл на замену. Единственное, что не может быть на замену сейчас, это феррохром, потому что феррохром у нас, к сожалению, очень плохо, ну, он, в принципе, даже не годится сейчас ни для чего, потому что даже никаких регулировок на него нету, и в феррохром я вставляю, опять же, открою вам секрет, во все корпуса феррохром, которые у меня есть, в том числе синие любимые басовские, начала 80-х годов, я вставляю пленку TDK DSX. Ну, вы знаете, что это выдающаяся пленка, это AR. Я просто беру и без всякого хромового слоя, это DSX, великолепно совершенно работает за любые феррохромные ленты. Значит, все остальные у нас есть на замену, и мы спокойно совершенно можем совершить эту страшную манипуляцию. Я понимаю,
что у многих из вас будут сдавать нервы. Но я даже не буду разбирать сейчас эту кассету. Я буду для того, чтобы у вас сдали нервы, я буду просто разламывать эту чудесную новую кассету. Чтобы потом... Они разламываются легко. Скрипят, конечно. Они не хотят, чтобы их разламывали. Но разламываются они легко. Видите, я даже отвертку всунул всего 2 раза. А потом я сделал вот так. И вот у нас чудесная 100-минутная, кстати. Вот это нам может понадобиться. Если у кого-то плохие прижимные подушки, то здесь прижимные подушки новые, хорошие. То есть для этого отдельный мешочек должен быть, где вы храните вот эти вот прижимные подушечки и запчасти остальные. Значит, ролики вряд ли эти понадобятся пластиковые. Их везде до хрена. Из этой кассеты нам может понадобиться только прокладочки. Мы их тоже, я не знаю, как вы. Я их на всякий случай складываю в отдельные места. Вот. И остается у нас чудесный рулон новой пленки UXS 100-минутный, которая поедет у нас заселять вот этот мой старый чудесный коллекционный корпус. Единственное, что нам нужно будет сделать, это прикрепить этот каток, чтобы кассета соответствовала своему первоначальному дизайну. Мы просто ее разберем. Я вам не буду сейчас долго это показывать. Это вы сами понимаете, как происходит. Я разбираю эту кассету, меняю катки, потом перематываю, опять меняю катки. И в итоге у меня в этой прекрасной коллекционной кассете стоит пленка гораздо новее UXS и 100-минутная, и чудесный альбом Marillion Season End влезает с начала и до конца, и в гораздо лучшем качестве, и в гораздо лучшем состоянии. Вот я вам раскрыл, собственно говоря, пару важных секретов, что касается старых пленок. Ваш Леха Лебединский. Может быть, я еще какие-нибудь секреты вам потом подскажу. Но на сегодня пока хватит. Пока. Всем мира и добра.